Всем привет, мои дорогие мастера и мастерицы! В этом видео хочу рассказать вам, как сделать подарочный бант из ленты. Я вам расскажу два способа складывания. Первый способ складывания. Мы берем ленту шириной 2,5 сантиметра. И я взяла вот такую вот основу, она у меня 11 сантиметров в ширину. Сейчас мы берем и эту ленту наматываем вот таким вот образом кругами на основу. То есть у нас получается полностью, если мы делаем весь оборот, это 22 сантиметра. И размер бантика у нас будет примерно 11 сантиметров. Намотали всю ленту. Сейчас мы ее аккуратненько снимаем. И поправляем, чтобы у нас вот так вот края были ровно. Дальше мы берем ножницы и делаем надрезы. Надрезы сделаем вот примерно вот таким вот образом, полукругом. И серединку не трогаем, оставляем серединки треть. Для этого надо, чтобы у нас ножницы были очень хорошие. С одной стороны уголочек срезали, переворачиваем. Срезаем уголочки с другой стороны. То же самое мы делаем с противоположной стороны. Один уголочек и второй уголочек. Далее берем и вот эти два места, там, где мы в первом месте срезали, и во втором месте, аккуратно соединяем друг с другом. У нас получается вот такая вот фигура. И в этом месте мы перевязываем либо тоненькой ленточкой такого же цвета, либо можно взять другой кусочек такого же цвета. Я возьму ленточку такого же цвета, такого же размера. В этом месте берем, перематываем и завязываем узелочек. Завязывать туго не надо, но чтобы крепко было, завязываем на 2 узелочка. И наша задача сейчас этот бантик распушить. Делаем это следующим образом. С одной стороны вытягиваем чуть-чуть вот так вот, поворачиваем. Берем, вытягиваем второй, поворачиваем. Здесь у нас примерно находится 14 петелек. Половину этих петелек мы вытягиваем в одну сторону, а половину в другую сторону. Берем, прокручиваем. И также в другую сторону. Достанем, прокрутили. То же самое делаем со второй половинкой. Берем в одну сторону, вытянули, покрутили, в другую сторону вытянули, покрутили. Все петельки вытянули, раскрутили. И у нас практически бантик готов. Нам остается только подровнять уголочки. С одной стороны и с другой стороны. И сейчас на эту ленточку мы можем зафиксировать бант на подарки. Подарочный бант готов. Есть еще один способ складывания ленточки для банта. Мы берем ленту, зажимаем пальчиками и наматываем ленточку на 2 пальца, на указательный и на большой. У нас получается 8. Наматываем аккуратненько, чтобы у нас один виточек ложился на второй. Вот таким вот образом наматываем ленточку на пальцы. Для этого банта я взяла ленту 3 метра длиной. Получается, в принципе, все очень аккуратненько. Далее берем аккуратненько с пальчиков, снимаем.
Поправляем ленту, чтобы она у нас была, каждый слой был ровно над другим слоем. И вот в этом месте, в серединке, делаем надрезы. Вырезаем уголочки, как в первом случае. И оставляем нетронутыми серединку. Примерно 1/3. С одной стороны. И с другой стороны. Берем еще одну ленточку. Она у меня сантиметров 50 длиной. И в этом месте перевязываем. Много перевязывать не надо. Один узелочек и второй, чтобы не развязался. Переворачиваем. И сейчас начинаем расправлять лепесточки. Так же, как в первом случае. Достаем, чуть-чуть поворачиваем. Достаем с другой стороны, поворачиваем. Достаем, поворачиваем. Сразу формируем, вводим ее вправо или влево. И так расправляем весь бантик. С одной стороны и с другой стороны. Когда все лепесточки достали и повернули, бантик у нас готов. Нам остается точно так же подровнять уголочки. Один уголочек и второй уголочек. И теперь мы можем этим бантиком украсить любой подарок. Вот такие подарочные банты вы можете сделать своими руками за несколько минут. Какой способ вам понравился больше? Напишите об этом в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам отличных праздников. Всем пока!